Всем привет! Сегодня я покажу вам всходы моих петуний пеларгоний. И сегодня будет вместе с вами первая их подкормка. Эти всходы стоят у меня под фитолампой. Еще пакетики в тепличке, но я им уже даю доступ воздуха. Наглухо не завязываю. Вот оставляю вот такие отверстия для доступа воздуха. Первые показываю всходы петуний. Им сейчас сегодня, на данный момент, сегодня 3 января, 9 дней. Сейчас покажу вам записи, чтобы не быть голословным. Вот у меня петунии. Посев 5 семян 20-12, всходы 25. И все петунии я посеяла 20-12, и все дружно взошли 25-12. Вот сегодня им 9-й день. Вот такие петуньи. На сайтах смотрела, там на 3-й день уже с 2 настоящими листочками. Ну, я не верю в это, конечно. Значит, петуньи взошли все дружно в один день. Почти 100% схожесть. В одном, сейчас я покажу, что это за петунья. Опера Суприм. Вот здесь сеяла 5 семян, взошли только 4. В этих всех 5 семян взошло. И в этой формочке тоже вот петуния Опера Raspberry Ice. Вместо 5 семян взошло только 4. И почему-то вот это, именно вот эта формочка отстает в росте. Не знаю, в одном пакетике, в одной тепличке, но вот она почему-то отстает в росте. Не могу сказать почему. Приблизительно все одинаковые, а вот эта маленькая. И показываю вам пеларгонию плющелистную торнадо. Тоже сеяла 5 семян, взошло только 4. Пеларгония развивается быстрее, чем петунья. Вот она у меня тоже была посеяна 20 декабря. И 23 декабря появились всходы. 26 декабря я понизила температуру, поставила на стеллаж с подсветкой. Проветриваю 1-2 раза в день. Вот такие всходы. И сегодня я их буду подкармливать первый раз. Подкормка будет первый раз кальциевой селитрой 2 грамма на 1 литр воды. Вот я даже записала себе уже 3.01.21 первая подкормка. Вот такая у меня есть кальциевая селитра. Я ее буду разбавлять на литр воды 2 грамма. Я уже включила весы. И сейчас будем отмерять 2 грамма кальциевой селитры. Ставлю крышечку, чтобы гранулки мои не убежали никуда с весов. Значит, смотрите, крышечка весит 4 грамма и 2 грамма кальциевой селитры. Значит, нам нужно всего, чтобы на весах было 6 грамм. Вот так. Вот я пересыпала в ладонь. 2 грамма это примерно вот столько. Ну, по гранулам я считать вам не буду, у кого нет весов. Ну, примерно вот так. Высыпаю в водичку. Водичка должна быть отстоянная. Не с хлором. Или закипяченная. И остывшая. Ну, из-под крана, чтобы не хлорированная была. У меня водичка идет через фильтры. Поэтому я ее не кипячу. Растворяем. Хорошо растворяем гранулы. Набираю в шприц удобрения. Я поливаю такие маленькие растения только из шприца. Потому что груша медицинская, ну можно медицинской грушей, можно чем угодно, она может перелить. И проливаю совсем немножко вокруг растения, несколько капелек, чтобы грунт полностью не был влажным. Этого будет достаточно, но чтобы сильно не заливать грунт, потому что растениям
Ой, старайтесь не попадать на листочки. Вот я уже попала, это не очень хорошо. И точно так же проливаем вокруг петуний. Растения все пролила. Это была первая подкормка. Через 7 дней после первой подкормки, через 7 дней я пролью энергеном. Но по фазам подкормок я выпущу отдельное видео. Возможно, даже завтра или послезавтра будет отдельное видео по всем фазам подкормок. После того, как я пролила растения, я их опять ставлю в парничок, то есть завязываю пленочку, но даю доступ воздуха. Небольшое отверстие оставляю для доступа воздуха. Что делать с этим удобрением, с водичкой? Им можно пролить, так как его у нас очень много, растения еще маленькие, им совсем буквально по капельке нужно было этого удобрения, и у нас удобрение осталось. Что с ним сделать? Им можно пролить комнатные цветы. Нашим растениям кальциевая селитра ни в коем случае не помешает, только будет во благо. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.